Ребят, всем привет, с вами Алексей Костылев, мы находимся в Мадриде и символически начинаем наш влог с этого прекрасного места. Стадион Сантьяго Бернабеу. Это одна из самых главных достопримечательностей Мадрида. Ребят, мы отправляемся в стадион. 40 евро сейчас стоит вход на стадион. Для детей 30 евро. В это входит еще шарфик. Тебе дают шарфик, карту, официальную карту члена клуба Реал Мадрид. И, я не знаю, кубок, наверное, не дают, они, наверное, внутри. Мы сейчас их посмотрим. Кстати, насколько я помню, Флейми очень любит Реал Мадрид. И мы приготовили для него маленькую викторину. Посмотрим, насколько сильно он знает свою любимую команду, как наши болельщики знают все про Нату Свинцера. Мадрид. Мадридиста. Мадрид. Мадридиста. Мадридиста. Ребят, за 40 евро ты становишься официальным членом футбольного клуба Реал Мадрид. А также тебе дают самое крутое. Смотрите, повязка капитана. Крутейшая. Для тех, кто любит футбол. Уверен, он заценит эту штуку. Также тебе дают шарфик футбольного клуба и информационные буклеты. Вот так вот. Можете нас поздравить. С этого турнира Блейд решил внедрить новый подход вообще к тренировкам и вообще ко всему, что происходит в организации. Ты почувствовал это на себе? Что уже изменилось? Я вставать раньше стал. Во сколько? В 10 утра. И до скольки у вас тренировки проходят? До 11 где-то. То есть с 10 до 11 утра, то есть фактически ты начал тренироваться в 2 раза больше, правильно? Да. Что еще изменилось? Психолог вносит какой-то импакт? Но он работает с командой, не индивидуально, скорее. Бывало и больше играли. Раньше. Когда только я пришел. Первые полгода мы там вообще как не жили вообще своей жизнью. Мы постоянно были на буткемпе практически. А если не на буткемпе, то на турнире. И играли там постоянно, думали, окей. К тренировочному процессу дойдем попозже. Скажи, как тебе вообще Мадрид? Как тебе этот город? Успели ли погулять по городу или все время тренились? Все время тренились, так прогуливались по местности вокруг отеля. В принципе, крутой город, очень много зелени, мне очень нравится такое. У меня нету слов, я вам честно скажу, я реально поражен. Это очень красивый стадион, более 80 тысяч зрителей. Братан, дай 5 евро. А 10? Ребят, за 3 евро можно получить вот такую вот медальку на память. Итого у нас одна медалька, вот, это Элику. Дальше. Костян, это твоя? Спасибо. И моя. Ребята, я никогда в жизни не видел такого количества кубков. Я воодушевлен. Я не знаю, надо спросить у наших ребят, что они думают по этому поводу. Идемте узнаем. Такое количество кубков. Пацаны, вдохновляет вообще? Вань? Вообще да. Ты чувствуешь мощь и величество этого футбольного клуба? Я просто думаю, какое значение он принес коллектив этот футбольный. В мир футбола вообще? В мир. Для всех. Для
страны, для города, для мира. Я таких кубков и в жизни-то не видел. 1989 год, ребята, посмотрите. Как ты думаешь, в будущем киберспорт дойдет до такого уровня? Не знаю, если... Будут делать музеи в честь игроков? Если киберспорт будет через 100 лет, то возможно. Ну, воодушевляет? Хочется выиграть Blast? Конечно. Или мейджор хочется взять сразу? Это мейджор, чтобы такой формировать кубок. Ребят, зацените, какой кубок. 82-й год. Рауль еще молодой, как Элик. Ребята, здесь на входе в зал славы бьется сердце. Иллюзия. Видите, как сделано? Почувствуйте. Идемте посмотрим. Это что, настоящая бутса Роналду? Ребята, здесь за стеклом находятся награды всех самых крутых игроков Реал Мадрида. Например, золотой мяч Зинедина Зидана 1998 год. Я помню, как ему вручали золотой мяч. Луиш Фиго был такой знаменитый футболист в 2000-х, тоже золотой мяч. Дальше Зинедин Зидан. Золотой мяч Кака. 2007 год. Криштиану Роналду, золотая бутса. Парни, 2011. Любители футбола, зацените. Ребят, за моей спиной находятся все кубки, которые завоевала команда Реал Мадрид в Лиге Чемпионов. Посмотрите. Класс. Это выглядит нереально. Maybach music. Hoy está la industria de los inmortales. Seguimos arriba en la calle, vinimos a suplirlo otra vez. Le frenamos el juguete que ustedes tienen que voltearse para ver. Ребят, стандартный медиадень от Бласта. Здесь собрались все журналисты, HLTV, местные газеты и издания. Даже газета здесь присутствует. El País называется газета. Наших ребят берут интервью, в принципе, ничего нового. Саша, расскажи, пожалуйста, вы уже в Мадриде несколько дней. Как тебе вообще буткемп? Где круче? В Киеве, в Москве комфортнее, удобнее? Или в Мадриде такая же атмосфера? В Мадриде мы первый раз. Хотелось бы увидеть что-то, но еще только вчера погуляли. Все время тренировки с 12 до 11 вечера. Встаем в 9:30, потом в 10 на завтрак. Если кто-то не пришел, опоздал, мы все за ним в комнату. Я видел, Потому сегодня вы что шли за кем-то. За кем? А сегодня мы шли за Даней. В 9:30 у нас подъем, но кто по-разному встает. И в 10 надо быть в лобби. До 10:10, если кого-то нету, то мы все идем за ним. Потому что если он не придет, тот человек, который опоздал, то никто из нас не покушает, а завтрак всего лишь до 10:30. И сегодня была ситуация уже, когда все встают уже 4-й день подряд, и сегодня 5-й день. И Андрюха, Миша и Жека поехали там по Бласту, там карты черкать. И никто в чат ничего про завтрак не писал, думали, уже все позабыли. Я уже проснулся в 9:30 без будильника. Сам уже, да? Да. Написал, ну что там будет завтрак. В итоге все собрались внизу, не было Егора, он спал, и Дани. Новый подход появился киберспортивный директор, психолог. Ребята рассказывали, что уже начинают привыкать к режиму, встают в 10 и очень много времени проводят на тренировках. Мы еще не видели в деле психолога. Расскажи просто со стороны, ты видишь какие-то изменения и что вообще интересного происходит в команде? К нам пришел дипломированный специалист с богатым опытом работы. Вот, он достаточно такой, скажем так, эксперт своего мнения. Начал работу достаточно активно, резко с ребятами. Не могу сказать, что все идет гладко. Действительно, ребята вливаются в новый режим, но не без косяков в плане там какой-то самоорганизации. Все очень сложно.
у нас сразу какая-то появилась структура, сразу контроль, правила какие-то новые вводятся, и ребятам сложновато. Но как бы они стараются. Но не было такого, что кто-то заходит и говорит: он подобрал ключ ко мне, теперь я знаю то-то и то-то, и с этим я боролся всю жизнь. Или такого еще просветления не наступало? Миша прозрел. Здорово, Даня, привет. Миша Да, уверовал. присоединись, пожалуйста, к нам, потому что Даню вообще всегда пытаемся выцепить. У капитана много дел. В последнее время появилось. Мы разговариваем про то, что появился психолог, про то, что действительно новый подход, что сегодня тебя будили всей командой, потому что ты проспал. Все, Психолог. теперь еду другую едим там, как бы. Миша прозрел. Наконец. Вот, Миша осветлился, Миша, да, говорят. прозрел. Потом ноутбук, говорят, дадут команде. Короче, вообще какие-то будут новшества вводиться нереальные. Вот, интернет будет стабильный, поэтому сможем нормально катать, ребят, наконец-то. Я заметил, что ребятам интересно, это самое главное, и каждый из нас пытается сделать вклад. То есть он сплочает команду, он пытается нам дать понять, как чувствуют себя другие тиммейты. А в зал будете в будущем ходить вместе? Ну, я надеюсь, да. Ты, Егор, если вот соберешь. Егор, ты в зал будешь ходить? Когда будет фитнес-тренинг? А потом мы после этих всех браков в 9 часов начинаемся общаться еще 2 часа с психологом до 11. Тренируя тем самым выдержку, чтобы в каких-то важных матчах у нас оставались силы и мы могли камбэчить. Для нашей команды, на самом деле, самое главное – это слово ключевое, которое называется дисциплина. И просто с новым человеком мы решили к этому слову серьезно отнестись, и поэтому у нас теперь есть правила, которые нужно соблюдать и серьезно к ним относиться. На самом деле, если шутки в сторону, то как бы психолог тот человек, ребята, который в первую очередь больше всех понимает, насколько важно соблюдать правила и дисциплину. И он понимает, как важно, вот, например, застолбить определенные поведенческие, ввести новые привычки поведенческие, да, чтобы отношения улучшились, чтобы команда стала работать более слаженно. И этот человек как бы обладает этими знаниями, и он активно их внедряет сейчас. Бласта есть такая традиция. Перед каждым турниром они проводят лайвстрим. Фановый. Когда мы были в Португалии, ребята одевали на себя рожки оленей. Сейчас тоже что-то придумали. Давайте понаблюдаем. We are nearly ready. I just want to have a look at the Magneto. Amazing goal for the field. Yeah. Yeah. Have you had much nice practice? У меня вот такая есть татуха. Сейчас, минутку, мы татухи покажем. Егор, смотри. Егор очень любит меня после тех фотографий, которые были в Инстаграме и всего хайпа, что происходило, мы признаемся. Егор взял, наколол меня. Спасибо, смотри. Это не просто уже дружба. Но у тебя есть конкуренция. Причем я не ожидал, это был последний момент. Я тебе сейчас покажу, братан. Просто смотрите. Этот чувак реально признался мне недавно в любви, я не ожидал. Посмотри, он реально меня... Психологию изучаю, правила не забываю, нормально. Тусовка идет, вообще как надо. Тыч, давай, яички включаю, конфиг включаю, психологию изучаю. Шоколадку подключаю. Ребята, познакомьтесь, Глеб, наш психолог, о котором сегодня так много рассказывали ребята. Привет, рад знакомству. Расскажи, пожалуйста, для тех, кто, скажем так, не совсем вообще понимает, зачем нужны психологи. То есть многие боятся обращаться к психологам, боятся, потому что они на самом деле не знают, чем психологи занимаются, и считают вообще это ненужным. Расскажи, почему это нужно и с чем вы занимаетесь с ребятами? Психолог – это специалист, который, если совсем простым языком говорить, да, должен решать проблемы, с которыми обращается человек, независимо от рода этих проблем. То есть это могут быть
допустим, какие-то личностные нарушения, могут быть какие-то тревожные расстройства, да, может быть депрессия, например, какие-то вариации. Ну, то есть это может быть семейная проблема, да, то есть проблема с Развод ребенком, и так далее. развод, да, и Всё так это далее. сюда. И есть разные специалисты, которые специализируются, ну, как, нету такого универсального чувака, который вот все знает. Он и с детьми работает, и с семьями, и тревожным, тут чего такой, и жнец, и на дуде игрец, ну, и, короче, все такое. Ну да. Вот. Ну и, собственно, по сути, все проблемы вот, психического спектра, они основаны, то есть они происходят, они образуются из-за проблем с мышлением. И моя задача как психолога – это выявить вот эти дефекты систематически, показать команде, указать на них и дать инструменты для того, чтобы эту ситуацию исправить. И вот мы с Андреем Горденским как раз над этим сейчас очень активно работаем. То есть мы выстраиваем вот эту более правильную систему. Ну, а то, что ты спрашивал про индивидуальную работу с игроками, да, мы еще и вот там по необходимости с игроками, у кого сейчас есть такая необходимость, мы еще и вдвоем лично ведем работу какую-то. Вот. Андрей, первый турнир, на котором ты уже присутствуешь вместе с командой. Скажи, ты вносил какие-то корректировки во время буткемпа? Может быть, обсуждал какие-то тактики с Мишей Кейном? Потому что, например, Саша Симпл о тебе очень хорошо отзывался еще очень давно. И рассказывал, что ты как сплинтер. Ты помнишь эти мемы? Там, где ты ведешь всех Флейми, там Элик. Ты вносил какие-то корректировки уже в тактике? Может, советовал что-то Мише? Может, он что-то Ну не смотри, знал? мы, например, собираемся за час до тренировки, за полчаса, и пытаемся выстроить с Даней и с Мишей план на саму тренировку, чтобы все игроки прекрасно понимали, четко понимали, какая у них цель на тренировку, своя роль на тренировку. Вот, это было одно из нововведений, потому что до этого не было, и поэтому мы хотели на этом это зафиксировать четко. И иногда, да, я просто видел, что, то есть если я с чем-то был не согласен, я не пытался глобально это поменять, потому что система определенно какая-то уже есть. Ну, Если я понимаю, буду ее менять, она просто рухнет. Я старался просто какие-то давать советы в некоторых раундах, то есть большого импакта я там сильно не вносил. То есть такие, знаешь, что вижу раунд, говорю, ребят, здесь может лучше докинуть флэш, здесь может лучше этого сюда отправить. Иногда соглашались, иногда нет. Но пока там в игру я особо не лезу. Но что именно, что будет максимально продуктивно, что будет не перегружать график и так далее, это мы еще в процессе. То есть мы так идем медленными, но уверенными шагами вперед.